Утром мы проснулись. Сейчас 6 утра. Ник еще спит. Я сейчас попью кофе. И в принципе сходит солнце, смотрите. Это, кстати, вот туалет муниципального кампинга. Довольно чистенький. Честно говоря, вон уборщики сидят, видите, которые потом убирают. Мы проснулись и сейчас... То есть я проснулся. Сейчас я попью кофе, подожду, пока Ник проснется. Сложим палаточку. И нам ехать на море. Ребята снова в море, но только в другом месте. Надеемся, что это будет другое место, куда мы уже много-много лет не ездили. Теперь хотим поехать туда. А сейчас я, хоть и долго, далеко еще ехать, хочу попробовать хотя бы часик-два уделить внимание рыбалочке. Если там еще есть то место, куда я всегда... Это вот за машиной там 500 метров. Да и не 500, извиняюсь, 50 метров за теми деревьями река. Хочу уделить внимание, попробовать утром карпика зацепить. Одного-двух, ну, просто для видео, скажем так. Но здесь они хорошенькие, были раньше, и попробовать надо. Так что, а сейчас кофе с термосом. У меня в термосе должно быть кофе. Сяду, попью. Вот наша палаточка. Смотрите. Это Рио-Негро, Чолей-Чолей. Чолей-Чоэль. Вот так он называется. Утро. Такой муниципальный кампинг, третий раз останавливаюсь. За все время уже в нем. Потому что он очень сильно выручает по дороге, когда ты едешь. Тебе еще там уже... Вчера мы ехали. 600 километров оставалось еще, а уже темно стало. А перед этим уже 800 проехал. Думаю, ладно, остановлюсь в кампинге переспать. Сделали, как сделали. Тут прямо зону отдыха. Ну, вообще, раньше было такое, скажем так, неухоженное. А теперь столики, зона Wi-Fi, зона интернета. Смотрите, видите? Зона Wi-Fi. Вот это кампинг, в котором мы спали. Все поливается. Вот. Кампинг, где мы спали. Видите? Написано Чоэли сюда, Патагония. Мы в Патагонии находимся. Это Рио-Негро, на котором я хотел порыбачить. Но из-за того, что тут начало все поливаться, облагородили, сказали, что тут дети гуляют. Проезд машинам здесь запретили. Мне надо сделать... Я ходил к женщине, которая убирает. Смотрите, парк убирает, собирает мусор, он ходит. Поливачки везде стоят. Поливают траву. Вот такое сейчас Рио, посмотрим. Мне сказали, что надо, чтобы я сделал этот вокруг острова. Сделал кружок, и тогда я попаду в то место, в которое хочу. Вот это вот Рио-Негро. Это то, что я всегда рассказываю. Рио-Негро, Рио-Негро. Это и провинция Рио-Негро, и вот это Рио-Негро. Черная река в Патагонии. Вот, на которой мне очень нравится. В прошлом кампинге мы не остановились, где мне тоже очень нравится. Здесь можно рыбачить, здесь можно типа окуня поймать, перку. Здесь карпа можно поймать. Кто имеет лодку или каяк, я первую лодку купил из-за этого места. Надувную, правда. Мечтал, что я на надувной перегребу на ту сторону. Потом мечтал все время каяком, но как-то все не вышло. Значит, самое рыбное место здесь с одуренными карпами, показываю где. Вот течет река, вот здесь в этом пляжу. Если вы обратите внимание, вот этот лес, это остров. Это не эта река обходит с той стороны тоже. Вот там на краю с этого острова попадали деревья. Вот надо переплыть на тот остров и там ловить именно в сторону течения. Там одуренная яма, одуренные карпы сидят. Вот так вот, ребята. Одного, блин, я говорю, я что, самый невезучий? Одного меня остановили на контроль для транзита, чтобы проверить документы. После меня я всех перед этим обгонял, чтобы ехать быстрее. Передо мной после меня пропустили 150 машин теперь впереди, которых я теперь снова должен типа обгонять, знаете. Посмотрели документы, все нормально. Но, кстати, хочу вам сказочку рассказать про документы, которые надо возить. Раньше было обязательно, надо было страховку, ВТВ это техосмотр, права твои и это самый техпаспорт, скажем так, ну по-русски, чтобы понятно было. Потом новый президент наш заявил в своих декретах, что теперь у тебя не могут забрать машину, типа
если у тебя нет страховки и это ВТВ, то техосмотр. Ну, что вы думаете, все же обрадовались, они неправильно поняли, или что думают, ну все, теперь можно без страховки и техосмотра кататься, фиг там. Это сказали, что у тебя не будут забирать машину полицейские, потому они даже не спрашивают теперь этого. Но это не значит, что его нельзя иметь, потому что законы, типа, вот эти, которые пользуемся на дорогах, они поменялись. Соответственно, да, у тебя машину забрать не могут, но могут спокойно просто выписать тебе штраф за то, что у тебя этого нету с собой, да и все. Да и езжай себе, машину тебя никто не забрал, но штраф ты получил. Ну и плюс добавили теперь последнюю оплату за патенты надо тоже с собой возить. Сейчас у них потребовали, но возить все равно надо. В общем, это патенты, это номера. Каждые 2 месяца мы платим за то, что у нас есть номера. Ну, это только наш такой прикол. Я знаю, что в других странах никто не платит за то, что у него есть номер на машине. А у нас каждые 2 месяца надо платить. И вот надо эту оплату еще возить. Вот. Мы находимся в Треса-Рожес, называется городок. Уже провинция Буэнос-Айреса. И я им сказал, что надо оплачивать вашу бензин самый дорогой в стране, по 1000. Они такие удивились, не может быть. Я говорю, может. По 1000 ваш бензин самый дорогой в стране вашей провинции. Так что вот так. Так, ребята, еще один кампинг. Это называется Кларамеко. Кларамеко на океане. Мы такие уставшие, что вы не поверите. Мы даже полдня как приехали, мы даже на океан не ходили, хотя до него 100 метров. Мы устанавливали палатку. Смотрите, вот люди, но места еще есть. Кстати, загрузка кампинга в этом году. Мы в такое время, в былые годы, тут места не было под солнцем. То есть под солнцем было, в тени не было. Теперь смотрите, места. Там места, здесь место, мы сейчас Парижу. Вот мы так устроились. Вот мы такую палатку себе установили. Смотрите, чтобы у каждого была своя комната. Надоело. Хотим посидеть хотя бы дня 4 спокойно. Вот одному комната, другому комната. Наши вещи, наша машина, столик. И сейчас будем делать мясо на Париже. Я распаливаю костер. И это самое... Дров хватает, но пока дождешься, пока дрова, уголь превратятся, мы еще целый день ничего не ели. Вообще ничего. Сели сейчас орешков пощелкать и это самое. Может, по баночке пива поставили, вон и по пуфриту, ну типа картошку. И все. Так что вот сейчас распаливаю уголь, чтобы по-шустрому дровами распаливаю. И начнем готовить мясо. И начнем сегодня день отдыха. Завтра будем осматриваться, что делать, куда идти и все остальное. Но все равно решили дня 3-4 тут отваляться в этом кампинге. Как он такой? Это 600 километров, это автокампинг, 600 километров, потому тут трейлеры стоят и все. Автокампинг 600 километров от Буэнос-Айреса. Сегодня я тоже проехался 600 километров от того места, где мы ночевали до этого. Ну и вообще, в принципе, мы уже, ну, как бы, много проскакали. Сколько провинций. С одного края Буэнос-Айрес провинция выехали. Проехали Санта-Фе немножко. Кордову. Что там у нас получается? Сан-Луис. Мендоса. Рио-Негро. Пампи тоже были. А? Пампи тоже были. Пампа. Да, в общем, провинции. И снова въехали в Буэнос-Айрес. Да, и в Буэнос-Айрес въехали. Ну, в общем... с другой стороны провинции. Так что у нас как бы такое долгое путешествие. Никто же уже устал, хочет уже просто поваляться. Говорит, хочу отваляться 2 дня и все, ну или 3, или 4. Никуда не хочу ехать, не хочу завтра собираться и снова машину собирать, палатки и куда-то переться. Вот это мы и будем заниматься этим.